Неумение управлять финансами. Ты хочешь красную икру, там, литровая банка, так была цель задана, что мне нужно на переезд. Привет! Хочу сегодня с вами затронуть очень интересную тему про деньги. Вообще деньги, они для кого-то имеют возможности, для кого-то не имеют возможности, для кого-то предоставляют ценности, для кого-то нет ценности в деньгах. Я хочу сегодня именно поговорить о финансовом планировании и финансовом мышлении, да, каком-то, которое позволит с ростом дохода вести себя более грамотным. Есть у меня небольшие ошибки в пользовании, так скажем, деньгами. Это именно когда у меня пошел рост в доходах, и когда я зарабатывала 50 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, это одна история. А когда ты зарабатываешь 100 тысяч рублей, 150, 200, потом 300, 400 тысяч рублей, это уже совершенно другая история. При этом я не хочу сказать то, что тот доход, который приходил ко мне и приходит ко мне, он доставался сильно тяжелым трудом. Но, по крайней мере, за 50 тысяч рублей, кстати, я работала намного больше, да, скажем так. То есть маленькие деньги достаются более трудно, вот. Большие деньги легче. Знаете, есть такая знаменитая фраза в нашей семье, говорил ее отец, и говорил он ее так: нужно зарабатывать деньги головой, а не жопой, прям дословно. И знаете, эта фраза как-то она у меня осела в свое время очень сильно в голове. И вот уже с первого курса в университете я начала работать. Тогда получала на тот момент я, по-моему, 7-8 за месяц, представляете? И мы с детьми убирали улицы. Проработала я так лето, то есть первый курс отучилась и в лето пошла работать. Плюсом я получала пенсию по потере кормильца. Мама мне отправляла небольшую сумму денег на аренду комнаты, в которой я жила. Училась я платно, и 2,5 года меня ушло на то, чтобы перейти на бюджет. То есть сейчас я вам рассказываю историю о том, как формировалось все-таки мое отношение к деньгам. Я понимала, что если я чего-то хочу, мне нужно пойти и заработать, то есть не попросить, потому что мама у меня была одна, мама по профессии учитель, я, ну так скажем, не из богатой семьи. И потом, когда сезон летний закончился, такой вид заработка, он уходит как бы на зимовку, скажем так, да, шла мысль устроиться куда-то еще на работу. Устроилась я на тот момент в магазин, причем, кстати, когда я училась в университете, я просто спросила, ну, у тех ребят, кто работает уже, и девочка одна подрабатывала в магазине, она мне подсказала, как устроиться, я устроилась, и там была программа, как студентам 5-часовой день, ну, 5 дней по 5 часов работать. Тогда я зарабатывала вместе с подработками порядка 12 тысяч рублей, и уже перешла, кстати, на бюджет. Пыталась учиться хорошо, отлично, чтобы меня могли перевести на бюджетное место. И мне спустя 2,5 года, кстати, это удалось. Проработав там некоторое время, я поняла, что коллектив пожирает, поняла, что, ну, уже не та среда, то есть там нету уже никакого развития. То есть когда приходишь, интересно, да, все круто, прикольно, тебе интересно развиваться. И потом происходит какой-то застой, я там повстречала молодого человека, соответственно, мы решили там как бы совместно уволиться. Плюсом расширение жилплощади, да, потому что начали совместно жить с молодым человеком, жила я до этого в комнате на подселении у бабушки, по-моему, 6 тысяч рублей стоило или 3 тысячи, по-моему, 6 все-таки тысяч рублей стоила комната. Квартиру платили мы пополам, у меня уже шестеренки двигались о том, как зарабатывать дальше. Вот. Я, в принципе, получала пенсию по потере кормильца, повышенную стипендию, потому что я училась хорошо и отлично. И, в принципе, этого хватало на еду, на какие-то базовые вещи и на аренду жилья. В период времени я поняла, что все-таки я не могу надеяться только на своего молодого человека, который там, ну, работает на работе, он тоже сменил работу и стал зарабатывать больше, что мне нужно что-то свое. Тогда точно таким же образом я пришла в университет, я проучилась 7 лет в университете, 2 высших образования. Через людей приходят какие-то возможности. Девчонка мне одна порекомендовала пойти устроиться официанткой в горнолыжный, у нас там был такой комплекс.
вот, в столовую убираться, и там платили 800 рублей за смену. Смену ты работаешь, по-моему, 8 часов, что-то такое. Увидела, что ребята некоторые банкеты организуют, и на этих банкетах, значит, официантам платят больше. В это время я продолжала учиться. Как-то раз прихожу домой, думаю, что денег не хватает. Как важно все-таки с людьми, кстати, коммуницировать и доносить то, что ты хочешь. Это может тебе где-то очень сильно помочь. Я пришла в университет, села за парту, кинула сумку и просто вслух говорю: ребят, подскажите, пожалуйста, может быть, кто-то из вас сегодня имеет какую-то подработку, где платят сегодня же. Немножко мне удалось поработать, раздавать листовки, даже такое было. И крайнее место прям работы, где я работала долго, 6 лет, это официанткой на аутсорсе. То есть, грубо говоря, на каком-то предприятии не хватает рук, ты приходишь, работаешь, тебе тут же за смену платят. Потому что грядет увеличение гостей, а штатных сотрудников им держать невыгодно. Девочка одна сказала: есть Динотель, ты можешь устроиться туда и выходить туда тогда, когда тебе удобно, по твоему графику. Мне это подходило идеально. За смену я получала где-то порядка 1500 рублей, 100 рублей в час, то есть 15 часов я работала. А потом я поняла, что мне нужно больше денег, это там 1800, это 18 часов, да, и чаевые, как правило, получались очень, редко, потому что банкеты и обслуживание, чаевые за счет в основном обслуживания столиков, нежели чем банкетов. Вот. Потом, значит, удалось мне увеличить доход, так как я очень хорошо работала, сотрудник на расхват, скажем так. Начали немножко увеличивать вот эту сумму, но все равно я продолжала работать по 16-18 часов за смену и получать где-то 2000, 2200 на руки. То есть 120 рублей в час стоил, сами посчитайте. Заработок в среднем составлял у меня 40-50 тысяч рублей вот в этом районе. Я жила с молодым человеком, вот, сейчас это мой муж. Вот, то есть удалось на работе встретить своего мужа, скажем так, да, и сделать семью. И когда ты зарабатываешь только 50 тысяч рублей, ты думаешь: блин, вау, какой кайф, прикольно. Ты такой только студент, уже закончила я на тот момент 2 высших образования. Но когда я закончила, я не устроилась по профессии, потому что на моей профессии платили столько же денег, сколько я зарабатываю в свободном графике, работая в сфере обслуживания. Плюсом давались чаевые, ты постоянно сытый. Вот. На аренду жилья хватает, на еду хватает, чуть-чуть на одежду хватает, и все. У меня не было никаких ни кредитов, ни долгов, ничего абсолютно. И вот, кстати, первый мой опыт с кредитками, да, был, когда мы с мужем свадьбу, играли. Вот. У нас не было роскошной свадьбы, но хотелось для себя что-то, так скажем, хорошее, и мы решили, что мы просто возьмем кредитку, возьмем для себя там хороший пиджак, платье, там фотографа, да, и, в общем, с этой кредиткой, в общем, такая у меня история так себе. Удалось ее закрыть, все хорошо, но я поняла, что я этим инструментом пользоваться не умею на самом деле, да, потому что все-таки кредитки различные, кредиты, это для тех людей, которые умеют считать и, как это говорится, кредиты для богатых, то есть можно где-то взять выгодно этот кредит и еще его, так скажем, приумножить еще эти деньги. Вот, поэтому здесь я рекомендую вам пройти какие-то финансовые курсы по финансовой грамотности. Кстати, я рекомендую не один курс проходить, а несколько. Вот, слушать, если вы находитесь особенно с какими-то кредитными сейчас обязательствами, да, послушать чей-то другой опыт, да, и уже по тому, чего вы внутри чувствуете, двигаться. Дальше, конечно же, у меня появилось дикое желание зарабатывать больше, да, и я присоединилась к компании реферального маркетинга NL International, да, и стала зарабатывать больше, больше и больше, то есть совмещала это с основной деятельностью, с работой, вот, и где-то через полгода у меня дополнительно было 25-30 тысяч рублей, то есть, представляете, работать по 18 часов на ногах и плюсом еще дополнительно иметь какую-то деятельность. Фишка, знаете, в чем? Если бы я
оставалась бы на своей работе и говорила, что ой, у меня нет времени, то я бы никогда, наверное, не, ну так скажем, вопреки всему, я находила хоть какое-то время, чтобы хоть как-то зарабатывать дополнительно, а потом этот источник дохода превратить уже в основную деятельность, которая на данный момент приносит порядка 350-400 тысяч рублей. Представляете? При этом я нахожусь дома, я могу передвигаться свободно, у меня ребенок ходит сейчас в платный садик, хочется, конечно, лучше, в садик лучше, потому что и платные садики бывают не очень. Хожу в тренажерный зал, годовой абонемент, куда стоит порядка 50 тысяч рублей. Путешествую, обучаюсь, да, обучение, причем дорогостоящие прохожу. Вот, то есть официанткой я бы этого не сделала никогда. Я бы ни на тренажерный зал не нашла времени, не нашла бы на обучение, ни на свое развитие, да, если бы я приняла решение остаться там. И когда я доросла до определенного дохода, у меня был такой момент переломный, когда ты уже слишком много работаешь на одной работе, и на тебе начинают ездить, прям вот, типа работодатель начинает ездить. Ты же хороший сотрудник, значит, тебе надо больше работать, ты можешь в одну единицу времени много всего выполнить, да. При этом ты работаешь за двоих-троих, а получаешь точно так же, как и ну, человек, который ленится на работе. Были банкеты, и я понимаю, что за эти банкеты за 10 дней я заработаю 50 тысяч рублей где-то в этом районе, и ко мне подходит директор, я уже уставшая, и она мне говорит, знаете что, ну ничего, сейчас, значит, поработаешь, а в январе поедешь отдыхать в Таиланд. И я про себя думаю, я человек, на тот момент не имеющих никаких кредитов и прочие моменты, понимаю, что в январе у меня не будет работы, потому что эта работа не постоянная, а как бы фриланс это называется. Когда хочу, тогда и выхожу, да. У меня не будет работы, заказов мало, устраиваться в штатную я не хочу, потому что в штате платят очень мало. Я про себя думаю, ты что, дура? Ты что, дура? С тех моментов я поняла, что на работе ценить как бы не будут. Вот. Ну и начала, конечно, смотреть в сторону дополнительного дохода. Там ни скопить не получалось, ничего вообще. Ну то есть вот приходят деньги, и они уже все. Оплатить квартиру, жили на съемной квартире. Купить себе какую-то зимнюю одежду, жила в городе Красноярск, ботинки порвались, что-то там, ну, знаете, все впритычок вот так, все впритычок, ничего дополнительного нет. Ездила я на автобусе в минус 30 на эту работу, там сколько, 20 километров, 30 километров этот отель находится. Ну, в общем, жесть полная. Вот я сейчас вспоминаю, такая думаю, вот тогда, когда я студенткой была, это еще было как-то по фану, было что-то интересно. А сейчас, ну, взрослый человек, я что буду до старости так, вот такие мысли мне приходили. Уже я сравняла доход в NL International, ну, то есть в реферальном маркетинге, с доходом, так скажем, на этой основной работе, я до конца еще не верила, что мне реферальный бизнес может приносить действительно стабильный заработок, пока не случилось одно но. Я в январе, зная о том, что у меня не будет больше дохода, да, получаю 2 числа, вот уже сколько там, 8 практически год, я каждого 2 числа получаю доход. И мне приходит 60 тысяч рублей, я такая думаю, камон, а сколько часов я этому уделила? 3 часа в день? 3 часа в день, и то не каждый день, и я получила 60 тысяч рублей? Офигеть! Офигеть! Я принимаю решение на тот момент вложить эти деньги, ну не все, понятное дело, то есть оплата квартиры, еда, и часть денег пошла на поездку в феврале, уже в следующем, получается, месяце, на обучение от этой компании, то есть развиваться, да, я вложила деньги это в развитие эти. Я помню, еще в конце месяца звоню сестре и говорю, представляешь, Наташ, я получила чек, и я целый месяц прожила месте с мужем, ну, то есть муж тоже занимался этой же деятельностью, что я, да, мы прожили этот месяц, теперь я понимаю, что все-таки НЛ это, ну, типа, растущая стабильность, офигеть. С того момента я начала больше уделять времени в НЛ, доход вырос до 80 уже к определенному моменту, там, к апрелю, по-моему. Я покупала себе какие-то ништяки, то есть то, что я
Не могу себе позволить, например, там часы Apple Watch, поменять телефон. Я помню даже, представляете, до смешного, мы спали постоянно на диванах, то есть я 10 лет, когда переехала уже в Красноярск, спала на диванах, у меня жутко болела спина вообще, то есть ни о каких массажах, массажистах речи идти не могло, потому что денег на это не было. И первое, что я себе покупаю, это нормальный матрас. Стоил он тогда 25 тысяч рублей, для меня это были огромные деньги. Вот, и мы с мужем сами руками смастерили, короче, кровать, и спали в общем, на этой кровати и на матрасе, и я прям кайфовала вообще. И буквально через полгода мне приходит мысль в голове о переезде, потому что мы посетили очередное обучение от компании, посетили город Сочи. У меня был страх точно так же, что финансов не будет хватать. Потому что я не знаю, как там будет по проживанию, сколько там аренда жилья там, и прочие вот эти вот моменты, потому что на тот момент я в городе Красноярск снимала пустую квартиру за 10 тысяч рублей, мебель была в квартире вся моя. И вот тут, кстати, началось самое интересное. Я просто взяла вместе с мужем и кошкой, переехала в город Сочи, все, ну, то есть никому ничего не сказав, там было только 2-3 человека, которые знали, что мы переезжаем, в раз переехали в Сочи, спустя 2,5 там месяца были куплены билеты, все, мы приезжаем, у нас было на кармане 150 тысяч рублей, я продавала всю мебель, все кружки, представляете, для того, чтобы, ну, скопить какое-то, я вообще не умею копить, но тут строго у меня была цель задана, что мне нужно на переезд, у меня была 3-литровая банка такая, и проданную кружку там за 100 рублей, я это 100 рублей ложила в баночку, представляете? Вот, тогда я четко почувствовала на себе, как можно скопить хорошую сумму денег. Я пересчитывала, такая, думаю, офигеть, 150 тысяч рублей для меня были вообще баснословные деньги. Дальше поехали мы в Сочи, и здесь хочу сказать то, что я была крайне удивлена, когда мы переехали, мы арендовали жилье, устроились, у нас еще вещи, кстати, не приехали, и вот знаете, какой кайф я тогда на себе почувствовала, когда у тебя вещи собраны в коробках, и ты приезжаешь в Сочи с 40 килограмм вещей у тебя всего лишь, да, было, но ты не испытываешь потребности в тех вещах, которые в коробках упакованы и едут где-то там. Вообще не испытываешь. И ты чувствуешь такое, облегчение, чувство легкости, что ты, с небольшим багажом, небольшое количество вещей. И знаете, как круто было, что у меня на кармане остались деньги, и тут же появляется чек опять из Энеля. На тот момент он составлял там 85 или 90 тысяч рублей, по-моему, 90. И тут я такой думаю, офигеть, и у меня еще деньги, впервые в жизни у меня начали оставаться деньги, представляете? Я такой, камон, вообще как круто. Мы стали покупать инструменты для работы, нам нужен был новый компьютер, купили 2 компьютера, начали активно работать в социальных сетях, онлайн, да, то есть если я раньше совмещала там до чека там 80 тысяч рублей, то тут я себе дала слово, что я больше никогда вообще ни на какие подработки выходить официанткой не буду. И доход начал расти там с 90 до 120, потом мы переехали в большой дом с 20 до 150, потом до 180, 200, 250, 280. Неумение управлять финансами. Я тогда не знала о том, что нужно вести учет, доходы-расходы. Я не знала о том, что нужно создавать подушку безопасности, о том, что нужно, то есть на какие-то большие хотелки откладывать, о том, что нужно планировать большие хотелки. И сейчас я вам расскажу прям схему, как это делаю я. У меня все достаточно просто, кто-то пользуется электронными ресурсами, я пользуюсь вот такой книжкой, и здесь написано «Не бойся ошибаться, бойся не попробовать». И первое, что я начала делать, это использовать вот такое приложение, которое позволяет мне сразу же быстро записывать мои расходы. И нет, это не приложение банка. Почему? Потому что банк вам не сегментирует какие-то мелкие расходы, а то и даже я заметила, что, например, магазин, которым я пользуюсь, Enel International, если я покупаю Energy Diet, то это идет в раздел питания, а если я покупаю там косметику, то это идет в раздел хозы. То
То есть это совершенно разные вещи, да, но мне, по сути, покупки, например, от моей компании, я, ну, полностью слежу и смотрю, чтобы у меня все это было в одном, да, то есть сколько я, например, приобретаю продуктов компании для себя. Часть, конечно, и большую часть продуктов я беру абсолютно бесплатно. Об этом тоже расскажу потом в следующих видео. Вот смотрите, я для себя определила, есть базовые расходы, и бюджет я веду до сих пор, вот уже, наверное, 3 года. И хочу вам сказать, что это лучшее, что могло вообще, ну, так скажем, быть придумано, наверное. Когда ты понимаешь, что у тебя на базовую жизнь выходит порядка, там, не знаю, 100-150 тысяч рублей, не тратишь куда попало, ты можешь ее отложить. То есть, вот смотрите, базовые расходы, например, 100 тысяч рублей, да, или 50 тысяч рублей, вы зарабатываете 60 тысяч рублей, то есть вы 50 тысяч рублей тратите на базовые расходы, 10 тысяч рублей откладываете, да. Есть такая тема, как «заплати себе». Там, знаете, кстати, очень круто описание про финансовую грамотность у Бода Шейфера по имени Мани. Такая книжка. Очень кайфово, то есть я прям рекомендую в аудиоформате послушать. Первое, что нам нужно, это сформировать подушку безопасности на 3, 6, а лучше год, да, лучше 2 года, на вот эти вот непредвиденные какие-то расходы. То есть, к примеру, я до беременности откладывала достаточно хорошую сумму, когда мой доход немножко снизился, потому что я перестала делать продажи товара, да, я начала просто недостающую сумму брать из того, что было у меня припасено. Поэтому у меня есть колонка вот такая здесь, да, это базовые расходы, это аренда жилья, это обслуживание банковских счетов, даже если у вас 150 рублей берется комиссии за банковское обслуживание, вынести отдельную графу, да, то есть у меня обслуживание счетов, у меня несколько карточек, еще что-то там, да, то есть я себе записала, что вот такая сумма у меня будет оттуда выходить. Маникюры, педикюры, то есть вы начнете, сами знаете, прикол в чем? То, что вы отложите, вот та сумма, которая у вас будет отложена, например, 150 тысяч рублей, ваш доход начнет расти, и на вот эту отложенную сумму вы будете столько зарабатывать. Проверено, блин, на себе, отвечаю, попробуйте. Вот у меня стоит базовые расходы, здесь стоят хотелки, здесь стоит сумма, которую я примерно должна заработать. И самое что интересное, когда вот тут вот пишешь сумму отдельно, что примерно я должна столько-то заработать. Я отвечаю, доход начинает тоже расти. Я как-то просмотрела динамику, открываю свои старые записи, они у меня вот тут уже вычеркнуто что-то, да. Я такая смотрю и говорю мужу, представляешь, я тебе хочу сказать, что вот здесь у меня была запланирована на одна сумма, а здесь вот тут рост, и мы действительно стали зарабатывать столько, сколько у меня написано было. То есть это какое-то, не знаю, самопрограммирование, как сейчас популярно это, да? Как это говорят, откладывать 20% от своих доходов, если не получается 20. Вот у меня, если честно, при моем доходе 300, 350, там сколько, 350, 400 тысяч рублей, не получается у меня 10% сейчас на данный момент, не 10 даже, а 20% откладывать, но реально не получается. 10-20 тысяч рублей, да, вы можете по 3 тысячи рублей, по 1000 рублей. И еще очень круто, если вы пользуетесь банками, там есть копилка, вот, по крайней мере, у Тинькова точно есть инвест-копилка. По идее, да, сформировать подушку безопасности на 3-6 месяцев, либо год до вашего прожиточного минимума. Второй момент. После того, как вы сформировали подушку безопасности, нужно продолжать откладывать от своего дохода 20%. Дальше. Еще я делаю отдельно, знаете, такую копилочку. Есть большая копилка, куда я складываю монеты номиналом, например, 5 рублей, 10 рублей. Так как сейчас у меня в обороте в основном бумажные деньги, то есть я не храню деньги на счетах. Вот. И не люблю. То есть вот здесь я тоже свой лайфхак хочу с вами поделиться. То есть, когда вы получаете большую сумму денег, я рекомендую вам прям брать, пересчитывать. Короче, снимайте все и пересчитывайте. И я, знаете, даже считаю так, вот я получила, например, 300 тысяч там зарплату, я беру и дальше продолжаю считать купюру полностью дальше вот эту банкноты, пересчитываю и до скольки смогу, там, до 3 миллионов, как будто вот у меня, представляете, вот эти вот даже вещи. И это, кстати, очень удивительно, мозг по-другому начинает работать, когда ты считаешь и цифру уже там за миллион, там за 2 миллиона,
а мозг такой, типа, офигеть, прикольно. Ну, то есть то, что столько много, типа, денег. Хотя у тебя в пачке там всего лишь 300 или 400 тысяч рублей, вот так. Поэтому здесь нужно финансово грамотно, ну, так скажем, обучиться все-таки, не у кого-то, не какого-то дяди Васи это все узнать. Я на обучение по финансовой грамотности в свое время отдала порядка 60 тысяч рублей. Вот. И хочу сказать, что это самое крутое вложение, и оно, знаете, как-то так получилось вовремя. Ну, то есть Бог нам не дает каких-то трудностей, особенно финансовых. То есть если вы сейчас, знаете, вот это выражение все-таки верно, если вы сейчас не зарабатываете этот миллион, значит, вы не готовы зарабатывать этот миллион. Именно поэтому многие коучи, бизнес-тренера какие-то говорят о том, что нужно вкладывать в себя, в свое развитие, в обучение, в работу над своим телом, над духовной составляющей, да, то есть потому что мы не сможем принять огромную сумму денег, мы ее просто расфычкаем, если мы не обладаем какими-то знаниями, навыками и психоэмоциональной уравновешенностью в том числе. Это, знаете, вот когда я получила автомобиль стоимостью 2,5 миллиона рублей, я выкатываю впервые в жизни из салона этот автомобиль, и мне страшно, понимаете, тут же просто в течение первого же месяца кто-то меня там наехал на меня, кто-то мне помял, пытались права отобрать, еще что-то. То есть это вот страх эмоциональный, когда ты не готов к чему-то большому, оно начнет тебя как бы проверять. Вот для того, чтобы получать больше денег, нужно соответствовать, нужно вкладывать в свое тело обязательно, да, то есть прям, знаете, когда мы работаем над своим телом, то есть физические нагрузки, там, легкая ходьба, какие-то тренировочки, хотя бы вот это начинать, да, то вы духовно как бы растете, да, то есть вы, сила воли у вас там какая-то проявляется, да, там, почитайте, посмотрите на эту тему, я, может быть, отдельно даже видеоролик запишу на это все. И здесь хочу сказать, что это все в совокупности как раз-таки работает. Вот я в своей команде вот этим вещам, в том числе этот ролик я записываю для своей команды, да, учу, рассказываю по ходу действий, для того, чтобы мои люди в моей команде не допускали тех ошибок. Ты покупаешь из продуктов все, что ты хочешь, красную икру, там, ну, рыбу там слабосоленую, там еще. Для меня это было как-то, знаете, в свое время, типа, вау, там, забить холодильник, потому что постоянно было такое, типа, дефициты какие-то. Подведу итоги. Да? Первое. Обязательно нужно скачать приложение и вести свой учет расходов-доходов. Это, знаете, не как там какой-то мистер Скрудж. Это просто вам, мозгу, позволит анализировать, да, и анализировать так, чтобы вы росли в доходах. Да? Второе, брать подушку безопасности. Третье, откладывать от своего дохода порядка 20% просто откладывать. Потому что на эту сумму у вас будут энергетически приходить, ну, доходы больше будут приходить. Про благотворительность, про вот эти все помощи другим, потому что вот у меня есть мечта, и дай бог она осуществится, сделать какой-нибудь, ну, типа заплатить своими деньгами и сделать либо какую-то школу, либо какой-то детский сад. В общем, то, чем будут пользоваться люди, да, и ты понимаешь, что это сделано вот для кого-то. Тот, кто не может где-то себя обеспечить. Или, не знаю, поддержка там маленьких детей каких-то. Вот сейчас, на данный момент, я отдаю в благотворительность небольшую сумму денег, вот, но я получаю от этого неимоверный кайф, знаете, от того, что тот человечек, который не может себе помочь сам, да, финансово и физически в том числе, обслужен людьми, которые, ну, работают вот в этой сфере. В данном случае я делаю благотворительность в благотворительный фонд «Солнечный город». Я оставлю ссылку в описании. И там есть разные проекты. Есть проекты, где собирают на какой-то препарат жизненно важный. Есть проекты, где оставляют детей новорожденных в больницах, вот, то есть просто мама покидает их, да, и прочие проекты, поэтому welcome, присоединяйтесь. И вот все-таки внутри, когда я даже сейчас вам рассказываю об этом, я такая думаю, блин, вау, кайф, то, что я могу быть кому-то просто Санта-Клаусом, скажем так. Вот.
В общем и целом, на этом все. Надеюсь, основные какие-то вещи я вам рассказала. Планируйте, ставьте цели, финансовые цели на месяц, поощряйте себя на 3 месяца, на год, да, какие-то покупки и большие цели, которые вы будете реализовывать в течение жизни. И тогда вы увидите продвижение по финансам в своей семье. С вами была Анна Купырова. На связи.